Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вначале сразу хотел бы сказать, что мы признательны госпоже федеральному канцлеру за то, что она приехала к нам в Сочи, за возможность провести предметный разговор, обсудить подготовку к предстоящему в июле в Гамбурге саммиту группы 20, рассмотреть насущные вопросы двухсторонних отношений, а также обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине. Прежде всего отмечу, что Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германии на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеэкономическим партнером нашей страны. Говоря о положении дел в двухсторонней торговле, мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота. За январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отметили, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа. Поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка. ФРГ занимает первое место и по объему инвестиций в российскую экономику – более 16 миллиардов долларов. Немецкий бизнес пользуется всеми возможностями и привилегиями для работы на нашем рынке. У нас действует около 5000 предприятий с участием капитала из ФРГ, суммарный оборот которых превышает 50 миллиардов долларов. Отрадно, что недавно возобновила деятельность российско-германская межведомственная рабочая группа по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, которая призвана решать конкретные вопросы налаживания взаимодействия между предпринимателями двух стран, оказывать им содействие в реализации значимых совместных проектов. Надеемся также, что в этом году представители немецких деловых кругов примут более активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе переговоров, естественно, затрагивались вопросы углубления гуманитарного сотрудничества, развития научных, образовательных контактов, культурных связей. Однако наибольшее внимание мы уделили международной повестке. Что касается вопросов подготовки к предстоящему саммиту группы 20, будем детально обсуждать их на рабочем завтраке, который начнется сразу после встречи с вами, уважаемые дамы и господа. Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках двадцатки, в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупции. Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенсусные решения по наиболее острым проблемам мировой экономики и финансов. На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата. Как вы знаете, последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. Нормандская четверка, несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. То есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре. Сегодня мы вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами Минских договоренностей. Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы. По нашему мнению, стабилизирующую роль в зоне конфликта, безусловно, играет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. А такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения. Поэтому необходимо беспристрастно разобраться с тем, что случилось. Как вы помните, ровно 3 года назад
в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия. Украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем. Мы также обменялись мнениями о положении дел в Сирии, высказались за активизацию переговорного процесса в рамках Астанинского и Женевского форматов. Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой Организации Объединенных Наций. С российской стороны обратили внимание на необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования инцидента 4 апреля в Хан-Шайхуне. Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели мирных сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать. Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования. Уважаемые дамы и господа, хотел бы отметить, что наши с госпожой Меркель переговоры всегда проходят заинтересованно в открытой и деловой атмосфере. За послевоенные десятилетия Россия и Германия прошли долгий и непростой путь взаимного сближения. Наша общая задача – не растерять накопленный опыт и развивать двустороннее сотрудничество на благо наших народов во имя мира и безопасности в Европе в целом. Благодарю вас за внимание. Ja, danke schön. Большое спасибо. Я тоже думаю, что это очень хороший повод для того, чтобы вести эти переговоры, и поэтому благодарю за приглашение приехать в Сочи. У нас уже сложилась очень интенсивная первая часть наших переговоров, и я исхожу из того, что вторая часть мы еще более подробно будем обсуждать наше немецкое председательство в рамках Большой Двадцатки, и также будем затрагивать и других тем. Большое спасибо за то, что Россия является конструктивным партнером в организации саммита группы Двадцатки в Гамбурге. Мы разработали всестороннюю повестку дня, и события во всем мире показывают, что многостороннее сотрудничество на благо всех это как раз то, что нам нужно, и в этом духе мы будем продолжать работать. Мы начали наши переговоры с двусторонних тематик. Мы здесь также отметили отрадное развитие в области сотрудничества в рамках экономики. Также, конечно, я хотела бы, что мы добьемся того, что мы сможем снять санкции при выполнении минских договоренностей. Здесь есть увязка, конечно. Тем не менее, у нас складываются двусторонние контакты в рамках экономики, молодежного обмена, науки и экономики. И через неделю будет 72-я годовщина окончания Второй мировой войны. Об этом тоже хочу напомнить. И 2 года назад, по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, я была в Москве. Я хотела бы еще чтить память тех жертв, которые погибли во время этой войны. Это мы не имеем права забывать об этом. Мы также должны руководствоваться этим духом. И также хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента за то, что уход за военными могилами в бывшем Советском Союзе, военными могилами немецких солдат уже дело само собой разумеющееся. Это очень важно для тех людей, на которых Вторая мировая война налегла очень большой отпечаток. Мы также отметили развитие петербургского диалога, который уже стал форумом, где очень откровенно затрагиваются разные критические вопросы. Для меня очень важно, чтобы наше гражданское общество продолжало обмен, несмотря на разные позиции. В этой связи мы также отметили и поговорили о возможностях гражданского общества здесь, в России. Я затронул тематику немецко-русского дома в Калининграде, и мне кажется, что нам удалось найти решение этой проблемы, и нам удастся разрешить эту проблему. Я также еще раз отметила, насколько важно соблюдение права собраний и свободная работа неправительственных организаций. Также я поговорила о том, что мы получили очень отрицательные
доклада о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросил господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств, также что касается свидетелей Иеговы. Кроме того, мы поговорили о международной повестке дня. Наша последняя телефонная беседа в рамках нормандского формата была очень важным разговором. Мы договорились о том, чтобы продолжить этот формат даже после президентских выборов. Это очень трудный процесс. Мы иногда и видим откаты назад, и только медленно продвигаемся вперед. И, конечно, работа наблюдателей ОБСЕ, конечно, имеет огромное значение, и тем более печально и страшно то, что те люди, которые выступают за деэскаляцию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы разрешить эту проблему. К сожалению, таких больших прогрессов еще нет, и, к сожалению, мы все снова и снова нам приходится напомнить о нулевой точке Минских договоренностей, о том, что нам нужно перемирие, и затем уже последуют политические шаги. Мы уже начали параллельно работать, но перемирие это, конечно, имеет существенное значение для дальнейшего развития, также, конечно, обмен пленными и политический процесс, к которому мы обязались в Минске. И мы со стороны Федеративной Республики Германии и министра иностранных дел могу сказать, что мы будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности. Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я, как федеральный канцлер, отметила, что мы хотим сделать все возможное для того, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня, для того, чтобы помочь людям на местах. Это, мне кажется, подход, который можно дальше преследовать. Я думаю, что затем мы еще и можем поговорить о ситуации в Ливии. Мы едины в том, что касается борьбы против международного терроризма. Здесь Германия и Россия могут еще более тесно сотрудничать. И мы, как Германия, в рамках коалиции против ИГ, вносим свою лепту, свой вклад в борьбу с международным терроризмом. И как раз, что касается этой темы, мы единой позиции. Мы провели очень обстоятельные переговоры и сможем продолжить их уже после этой пресс-конференции. Я думаю, что существуют еще разные позиции, но международная политика как раз и означает, что мы всегда должны искать и найти диалог. И тем более ввиду 72-й годовщины окончания Второй мировой войны мы должны сделать все необходимое и все от себя зависящее для того, чтобы принести мир миру. Сейчас по два вопроса российские и германские журналисты смогут задать. Мы традиционно начинаем с наших гостей. Пожалуйста. Danke. Andreas Rinke, Reuters. Andreas Rinke, Reuters. Дайте микрофон, пожалуйста. Andreas Rinke von Reuters. Andreas Rinke, Reuters. Госпожа федеральный канцлер, вы говорили об Украине. Не более реалистично подумать о новом соглашении, потому что де-факто отделение территории, контролируемой сепаратистами, продвигается вперед на местах. Я напомню только о введении паспортов, введении рубля. И как вы смотрите на отправление туда наблюдателей от ООН? И, господин президент, если вы позволите вопрос, в России на последней неделе было очень много задержанных людей от оппозиции. Почему немецкое руководство так строго обращается с этими оппозиционерами? И что вы можете делать для того, чтобы окончить с этим? И я, если я могу начать, не считаю целесообразным заключить новые соглашения. Я тоже не довольна тем, что мы наблюдаем все больше и больше тенденций отделения, экспроприация
предприятия, и транспортная блокада, и другие вопросы. Мы должны очень тщательно изучать эти вопросы и сделать все возможное для того, чтобы повернуть это назад. И, конечно, это все связано с медленным политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование этого процесса. Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе. Это тоже часть минских договоренностей. И затем уже обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы просто можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового соглашения. То есть проблема не в этом заключении, а в выполнении положения этого соглашения. И как раз в этом заключении находится ключ к решению этой проблемы. И моя убедительная просьба российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы обеспечить перемирие, потому что только тогда мы имеем предпосылки для того, чтобы решить другие существующие на местах проблемы, в том числе, что касается статуса этого региона. В отношении отправления наблюдателей от ООН, мы об этом говорили, но мы едины в том, что работа представителей ОБСЕ очень важная работа, и я хочу обнадежить именно представителей ОБСЕ. Они должны получить весомую поддержку с нашей стороны, и здесь не имеет смысла найти других форматов, которые и так не приносят большую пользу. Я позволю себе начать с первой части вашего вопроса. Я вам благодарен и за первую часть, и за вторую. И думаю, что из уважения к вашим читателям, слушателям, зрителям вы сделаете все, чтобы передать как можно точнее то, что я отвечу на первую и на вторую часть. Первое, что касается событий на юго-востоке Украины. Это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. Первое. Второе. Эти территории никто не отделял. Их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады. Обращаю ваше внимание на то, что Россия до сих пор поставляет значительное количество товаров, в том числе энергетических, поставляет коксующиеся угли для украинской металлургической промышленности. Но это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий. Там никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты. Просто киевские власти, по сути, изъяли из оборота национальную украинскую валюту, гривну. И в этих республиках, на этих территориях, ничего не оставалось людям другого делать, как вести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля. Но имея в виду особые хозяйственные связи, то он, конечно, доминирует. Теперь, что касается приватизации или не приватизации, наоборот, огосударствления предприятий, изъятия предприятий. Их никто, эти предприятия, не изымал у законных собственников. Но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности, я хочу это подчеркнуть, получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как вести временное управление. Я хочу, чтобы ваши читатели, зрители и слушатели узнали об этом. Там никто ни у кого ничего не отбирал. Ну и, наконец, как же эти предприятия могут существовать, если они напрочь лишены возможности получать хотя бы элементарные средства от своей хозяйственной деятельности, поскольку киевские власти прекратили всякие финансовые отношения с этой территорией. Там не действуют банки, не действует финансовая украинская система по инициативе сегодняшних киевских властей. Наши партнеры в Европе как-то говорили о том, что готовы помочь украинским властям наладить нормальное финансовое функционирование финансовых хотя бы временных институтов. К сожалению, наши партнеры в Киеве
они сделали все для того, чтобы эти пожелания и планы наших европейских партнеров не были реализованы. Поэтому что происходит, это вынужденные меры. А не могу не согласиться с госпожой федеральным канцлером в том, что ничего другого, альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме нормандского формата и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов потому, что мы наметили в предыдущие годы. Ну и что касается ОБСЕ, я уже об этом сказал в своем вступительном слове, ОБСЕ играет чрезвычайно важную роль, и нужно сделать все для того, чтобы обеспечить работу ОБСЕ. Теперь по поводу протестных акций в России и поведения наших властных структур. Мы обсуждали это с госпожой федеральным канцлером. Я обратил ее внимание, и ваше хочу обратить внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где применяется слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки. У нас пока, слава богу, этого не потребовалось. Наши правоохранительные и судебные органы действуют в рамках действующего в России закона и будут действовать так дальше, соблюдая порядок, дисциплину, но одновременно и права всех граждан России высказывать и выражать свою точку зрения, но, повторяю, в рамках закона. Теперь российские журналисты, пожалуйста, давайте Интерфакс, Лана Самсоня. Интерфакс, Лана Самсоня. Владимир Владимирович, госпожа канцлер, вы во вступительном слове уже упомянули нормандский формат, о том, что он продолжит свою деятельность после избрания нового президента Франции. Но возникает большой вопрос в эффективности, поскольку результатов нет, Минские соглашения пробуксовывают очень сильно. Вы сами об этом говорили. Вот хотелось бы, чтобы вы все-таки оценили его эффективность деятельности этого формата. Может, нужно какие-то усилия предпринять для того, чтобы реанимировать? Что для этого нужно сделать, по вашему мнению, чтобы он наконец заработал? Спасибо. Я хочу сказать, что он работает, этот формат. Если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат. И результат, уверяю вас, не маленький. Но что нужно сделать дополнительно? Нужно в конце концов добиться, чтобы представители киевской власти, представители этих непризнанных республик, чтобы они оказались за одним столом переговорным. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон. Так в мире еще никогда не происходило. Я надеюсь, что это будет когда-нибудь достигнуто. Ну и, конечно, нужно быть последовательными в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы когда последний раз в таком формате встречались в Берлине, долго и достаточно подробно об этом говорили, спорили. В чем-то, наверное, наши позиции расходятся. Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, может быть, шанс реализовать эти минские договоренности тогда, когда у них были такие возможности внутриполитические. Сегодня они стали меньше, уже, возможности у верхнего политического эшелона власти стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе и экономической ситуации, внутриполитической ситуации. Но, тем не менее, нужно продолжать усилия именно в нормандском формате, именно в рамках Минских соглашений. Еще раз хочу подчеркнуть, нельзя строить новые планы, не добившись реализации прежних. С моей точки зрения я хочу сказать следующее. У нас разные позиции относительно причин этого конфликта. Мы не разделяем эту точку зрения. Мы считаем, что украинское правительство демократическим путем пришло к власти, и за президентом сейчас ответственность выполнить Минские соглашения, но несмотря на этот факт, мы договорились о том, чтобы в этом формате предотвратить дальнейшую эскалацию. Конечно, мы не обязательно довольны тем, как идет процесс выполнения, но мы все-таки находимся в процессе, который предотвращает ухудшение ситуации. И перед тем, как мы основали нормандский формат, погибло очень много людей, к сожалению, до сих пор погибают люди.
Я знаю из моих бесед с украинской стороной, украинская сторона тоже чувствует себя привержена выполнению этих соглашений, и непосредственно мы также ведем диалог через контактную группу, и тот шаг, которого нам нужно добиться, это достичь ситуации, которая позволит нам обеспечить легитимное руководство на территориях Луганска и Донецка. Для этого нужна дорожная карта, для этого нужны определенные усилия. Программа уже на столе, и по этой программе вы должны дальше работать. Кристина Дунас, Deutsche Presseagentur, немецкое прессовое агентство. Большое спасибо, госпожа федеральный канцлер. Есть обвинения, которые гласят, что Россия повлияла на предвыборную кампанию в Соединенных Штатах, манипулируя общественным мнением. Можете ли вы быть уверены в том, что Россия не будет вмешиваться в предвыборную кампанию в Германии? И, господин президент, вы считаете тем человеком, который имеет самое большое влияние на руководителя Асада. Ваше влияние на Асада все-таки не такое большое, как говорится, или ваш интерес в разрешении этой страшной войны все-таки не настолько огромен, и вы готовы поддержать зоны безопасности? Я не могу ничего говорить относительно американской предвыборной кампании. Я не отношусь к тем людям, которые боятся. Если будут грубые дезинформации, например, в случае девочки Лизы, или сейчас в Литве, где были сделаны определенные обвинения в сторону наших солдат, мы, конечно, займемся этим вопросом. Мы будем работать с нашими гражданами. Мы знаем, что киберпреступность является международным вызовом. Об этом можно прочитать везде. И, конечно, в военной доктрине России гибридное ведение войны тоже играет определенную роль. Но я сам уверенно исхожу из того, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию с теми разными позициями, которые существуют в нашей политической арене. Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь, в политические процессы в других странах. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутриполитическую жизнь России никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположные вещи. На протяжении многих лет наблюдаем попытки влияния на внутриполитические процессы в России. И через так называемые неправительственные организации, и напрямую. И понимая, видя всю пагубность подобных усилий и тщетность подобных усилий, нам никогда и в голову не приходило вмешиваться в политические процессы в других странах. Это первое, что бы мне хотелось отметить. Второе, вы сослались на пример Соединенных Штатов, который никем и ничем не подтвержден. Это просто слухи, используемые во внутриполитической американской борьбе. И сразу из этого делаете на голом месте какие-то предположения в отношении европейских стран, в том числе и такой дружественной нам страны, как Германия. Но это по меньшей мере странно. Ну и, наконец, по поводу Сирии. Самое большое влияние на президента Асада имеет сирийский народ. Он совершенно очевидно раздроблен. И внутри сирийского общества мы наблюдаем большие проблемы. Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создания условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил. Какие это могут быть условия? Первое из них – это прекращение огня. И мы смогли добиться этого вместе с нашими турецкими и иранскими партнерами в рамках процесса в Астане. Мы считаем, что эта ситуация, режим прекращения огня должен быть укреплен, и над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе
сирийскими сторонами конфликта. И будем также поддерживать взаимодействие в рамках переговорного процесса в Женеве. Безусловно, без влияния, без участия такой страны, как Соединенные Штаты, эффективно решить эти проблемы тоже невозможно. Так что мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами. И надеюсь, что достигнем там понимания по поводу совместных шагов на этом очень важном и очень чувствительном направлении международной политики сегодня. Спасибо большое. И заключительный вопрос для сегодняшней пресс-конференции от российских журналистов. Пожалуйста, Павел Зарубин. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня вопрос обоим лидерам. Но вот, судя по всему, да вы и сами об этом сказали, большую часть времени вы обсуждали международные проблемы. И, может быть, мой вопрос прозвучит довольно грубо, но вот все-таки наши двусторонние отношения, они насколько живы? У них есть будущее? Или вы теперь только кризисами занимаетесь? И на Большой двадцатке, где вы скоро увидитесь, традиционно обсуждается экономика. В мире сохраняется огромное количество экономических проблем, и если в отношениях России и Германии все-таки есть какой-то позитив, то, может быть, у нас общий вклад вот в постепенное улучшение мировой экономической ситуации. Спасибо. Ну, я уже говорил в своем вступительном слове, Германия занимает второе место по объему торгового оборота с Россией после Китая. Это большой объем взаимных интересов. Германия на первом месте по объему инвестиций, 16 с лишним миллиардов долларов в российскую экономику. Кстати говоря, и российские инвесторы проинвестировали в экономику Германии тоже немаленькую сумму, почти 8 с лишним миллиардов долларов. Благодаря нашему сотрудничеству в Германии и в России поддерживаются десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Это наше сотрудничество, это не какой-то блеф, это не какая-то бумажка, написанная или подписанная мной, госпожой федеральным канцлером. За этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей. И, конечно, наше сотрудничество – это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики. Есть ли перспективы? Ну, конечно, есть. Но вот за январь-февраль, я уже тоже сказал об этом, 43% рост торгового оборота между Россией и Германией. Это уже очень неплохой показатель. Да, еще очень много проблем, да, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного Федеративной Республики Германии переговорного процесса двадцатки и за рамками, но точно об этом совершенно, можно сказать, будет идти речь о том, что можно и нужно сделать дополнительно для снятия ограничений в развитии мировой экономики. Надеюсь, что площадка двадцатки, над формированием которой сейчас работает Федеративная Республика, нам в этом поможет. Ja, ich vertrete die Meinung, dass auch wenn Я es in einigen Fragen gravierende тоже придерживаюсь этого мнения, несмотря на besprochen werden muss. Der очень разные позиции, которые все-таки существуют. Господин президент, обратите внимание на то, как складывается развитие экономических отношений в области научных исследований тоже есть долголетние отношения, но вопрос взаимодействия людей – это очень важно. Есть люди, молодые студенты, которые учатся в России из Германии, люди из России, которые учатся в Германии. Есть молодежный обмен, который очень хорошо работает. И несмотря на расходящиеся мнения по политическим вопросам, мы должны поддержать этот молодежный обмен. Я хотела бы еще раз обратить внимание на петербургский диалог. В Германии имела место очень драматичная дискуссия о том, стоит ли инвестировать в расширение петербургского диалога. И я со своей стороны и бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер выступали за то, чтобы не прекратить деятельность петербургского диалога. Несмотря на то, что на дискуссиях в рамках петербургского диалога порой имеют место очень эмоциональные диалоги, потому что без такого диалога мы приближаемся к молчанию и уменьшению взаимопонимания. Конечно, мы продвигаемся медленно, иногда и топчемся на месте, мы обсуждаем все те же темы. Есть такие вопросы, которые можно описать
тремя словами, например, формула Штайнмайера. Но мы всегда должны прилагать усилия для того, чтобы поддержать диалог. И когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем. Если посмотреть на многовековую историю, мы все-таки должны понять, что нам стоит всегда поддержать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа нам кое-чему нас учит.